Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Авторы канала находятся в городе Измаил, а это Одесская область, юг Украины. И независимо от того, где мы находимся, мы составляем все агрогороскопы по московскому времени. Очень удобно с помощью интернета определить время своего региона или своей страны. Сегодня мы рассмотрим агрогороскоп с 18 по 20 августа 2021 года, когда Луна, растущая Луна, будет находиться в знаке Козерог. Близится полнолуние, есть свои особенности у этого времени. Ну и по просьбе некоторых наших зрителей мы будем, вот кусочек, конечно, буквально минуту, сообщать о качестве и особенностях работ в предыдущем знаке. Ну и предыдущий знак у нас был Стрелец 18 августа до 8 часов 59 минут. Итак, что нельзя было делать? Нельзя было делать поливы, потому что они были бесполезны, подкормки, они опасны. Нельзя было высаживать рассаду, посевы не годились ни в коем случае. Ну и зеленые операции нельзя было делать, потому что это Стрелец. И что можно было делать, и мы качественно это выполняли, собирали урожай, заготовки делали, а также собирали семена. Это вот особенности Стрельца. Ну а теперь у нас Луна переходит в знак Козерог. И здесь будет находиться 18-го уже с 8:59 минут до 0 часов. И 19-го все 24 часа. А также 20 августа до 11 часов 49 минут. Но с 3 часов 2 минут и до 11:49 будет Луна без курса. Поэтому в ночное утреннее время никаких работ уже не продолжаем. Потому что, казалось бы, Козерог еще хорошее время, и многие вот делают эту ошибку. Потом мне рассказывают, что вот допустили, не понимали, не знали значение Луны без курса. У нас есть специальное видео на эту тему. Единственное, что скажу, Луна без курса – это непонятно, что может получиться. Чаще всего это негативный результат. Хотя он тоже позитивный в плане того, что мы получаем опыт. И после, уже смотрите, после того, когда Луна отдохнет, проспится, так вот в народе называют Луна без курса. Так вот, затем Луна перейдет после отдыха в знак Водолей. Здесь тоже есть нюансы. Смотрите, в Стрельце бесполезны были поливы, а здесь нельзя будет поливать, потому что это уже время стихии воздуха. Ну, естественно, сеять и высаживать рассаду Водолей бесполезно, может что-то расти, но толку не будет. И далее у нас начинается саженый путь полнолуния, а также нельзя зеленые операции. Вот смотрите, у нас вот такая серединка. Это у нас два, считайте, полных таких световых дня и ночи есть, когда можно вот поработать, причем основательно. На Козерог у меня тоже запланировано очень много работ. Это время стихии Земли, можно многое сделать. Ну вот давайте теперь рассмотрим. Мы уже знаем, что было до, что будет после, на какие работы нужно обратить внимание и что мы можем сделать уже в этот период, чтобы спокойно спланировать себе вот эти, уже считается, 4 с 18 по 20 4 дня. Ну что ж, давайте рассмотрим 18 и 19. Практически работы одинаковые, поэтому называю культуры для посева. Это все зеленые культуры. Это растущая Луна, пересаженный путем полнолуния. Вот-вот уже наступит этот период, поэтому все очень хорошо растет, и именно все полезно то, что выше земли. То есть сегодня важны вершки. Поэтому зеленые культуры, укроп, петрушка, все, что вы, салатики, хотите посеять шпинат, все, что вы сеете, высаживаете, лук на зелень хотите посадить. Кстати, горох можно посадить тоже, еще получить урожай в теплице. И даже в открытом грунте в некоторых регионах. Вот эти посевы будут благоприятны у нас 18 и 19 августа. Рассада – второй важный пункт, который очень многие дожидались. Да, можно высаживать рассаду овощных, цветочных растений. Многие уже ждут цветочные растения, хороши в рассаде, двулетники, многолетники.
А вот для посадки второго оборота тоже тепличники, я вам обещала, сообщаю, что это очень хорошие дни 18-19, высаживайте в теплице свою рассаду. И не только огурцов, томатов, баклажанов, но и других культур, которые вы запланировали. Все, что дает урожай над землей, это у нас вершки. Поливы и подкормки, всегда их называю вместе, потому что это очень важное, взаимосвязанные. Поливы эффективны и подкормки тоже эффективны. По-прежнему эффективны подкормки внекорневые, то есть по листьям. Поливаем и подкармливаем растения. Результат очень хороший. Кстати, можно и подкармливать в это время и под корень, если у вас есть такие удобрения. Щадите свои растения, если очень жарко, уменьшайте дозу удобрений. Комнатные цветы. Помню и, естественно, знаю, что вы ждете, цветоводы. Вот какие у вас будут дела, очень важные дела, которые можно будет сделать. Очень много снова же. Черенкование и укоренение черенков ваших любимых цветов, растений комнаты. Очень хорошо все получается. Пикировка. Посадка, уже то, что вы укоренили, корешочки есть, пересаживайте, переваливайте. Все эти работы эффективны и приветствуются в этом знаке. Поливайте и подкармливайте свои растения. В данном случае у вас маленькие растения, у вас комнатные. Лучше это делать в горшочке, в поддончике, в тарелочке наливать водичку для того, чтобы через корни растение могло принимать водичка сначала, а потом с водичкой идут подкормочки, ваши удобрения. А также защита от вредителей и болезней. Будьте внимательны, проводите профилактические обработки. Скоро будете заносить в дома, в комнаты ваши растения. Можете занести с растениями еще и паутины, клещи, белокрылку и другие вредители. Так что берегите их, осматривайте и обрабатывайте. Здесь же для вас очень хорошая новость, но только в экстремальных случаях, в плане того, что вы можете провести зеленые операции. То есть удалить какие-то листики, веточки, если есть в этом острая необходимость, вы можете это провести только для цветочных зеленых растений. Идем дальше. Ну что, цветоводы, вы получили уже информацию, планируете, делаете. А теперь в сад. Идем в сад. Здесь очень популярны и эффективны, там, где сухо, поливы, подкормки. Очень хорошо проводить основательные подкормки, потому что высыхает очень быстро земля. После поливов можно добавить под корень немножко удобрений, сделать такую подкормочку. Или же сделать подкормку по листьям с помощью опрыскивателей, а под корень полили водичку, и очень хорошо получается. Сейчас очень хорошее время для черенкования. Нарезайте черенки любых садовых растений, которые вы размножаете, и высаживайте их, пожалуйста. Знаете, как делать? Укореняйте. Укореняйте, размножайте свои любимые растения. Далее. Высаживайте рассаду клубники или земляники. Можно еще укоренять усы клубники, земляники. А также высаживать уже растения из контейнеров. Что касается контейнера, у меня уже 2 таких сообщения в соцсетях о том, что купили типа в контейнере растения, и получилось, что высадили, и растение засохло. Когда рассмотрели хорошо, это растение было выкопано недавно, ну и посадили в горшок, оно какое-то время держалось небольшое, они в это время купили это растение, естественно, оно не принялось. Будьте внимательны, когда покупаете эти растения, пересмотрите, земля должна быть такая сбитая, корни должны в горшке, проверяйте в горшке, действительно ли это росло это растение в контейнере. Очень много сейчас, к сожалению, и обманов. Будьте внимательны. Контейнеры – это еще не значит, что растение выращено именно в контейнере. Ну и для садовых растений защита от вредителей и болезней. И выделяю, пожалуйста, не проводите зеленые операции. Нельзя в саду, именно в саду, для садовых растений. Впереди полнолуние, даже козерог. Ни в коем случае это не делайте.
очень опасно для растений. Я как-то уже делала видео, когда я обрезала виноград. Ну, у меня такая же ситуация с некоторыми другими садовыми растениями, когда эти растения просто-напросто заболевают и потом погибают. На растущей луне, особенно вот эта фаза перед уже полнолунием, перед сожженным путем полнолуния, и само полнолуние очень опасно вообще просто обламывать даже веточку. Постарайтесь уйти от этих работ и просто-напросто переждите. Неделька пройдет, чуть-чуть больше, там уже убывающая луна, и сделайте нужную обрезку. А вот нарезка черенков, в данном случае в Козероге, это как бы есть правило, а есть исключение из правил. Вот это можно делать. Вы обрезаете аккуратненько себе череночек и укореняете. Не делаете каких-то важных, если это уже убывающая луна, там делаете обрезки основательные. Здесь только одревесневшие череночки нарезаете. Все, больше никаких других операций зеленых не делаете. Ну вот зеленые операции, следующий пункт. При острой необходимости на овощных и цветочных зеленых растениях, на зеленых веточках. Вот это можно только при острой необходимости в Козероге, потому что далее у нас сожженный путь полнолуния. Следующий важный пункт, который у нас, кстати, очень хорошо и в Стрельце мы проводили, и будем в Водолее, так что разложите свои силы, но очень хорошо в Козероге копать картофель, собирать лук, если яровой чеснок созрел, еще у кого-то остался, собирайте чеснок, собирайте урожай овощей, фруктов, ягод, зеленушки, все, что у вас созрело. Сейчас как раз самое время их собрать всех, переработать и заложить на хранение. Вот заготовки на зиму. Вот сюда входит, кроме консервации, заморозки, сушки и также закладка на хранение. Вот собрали уже ранее лук, допустим, или чеснок. Вот в эти дни можно уже подготовленный чеснок или лук, или картофель закладывать на хранение. Не забывайте, охлаждаем картофель и затем заносим в погреб, подвал, в хранилище, где будет картофель храниться. Вот это очень важные моменты. Видите, у нас сбор урожая заготовки идет со Стрельца и будет продолжаться до Водолея. А там у нас пойдут рыбы, поэтому постарайтесь, у вас, видите, какая вся неделя очень хорошая для того, чтобы собрать урожай, переработать. Ну и очень хорошо в Козероге собирать семена цветочных, овощных, садовых растений. В Козероге получаются качественные семена, поэтому обязательно используйте вот эти дни для такой важной работы. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили сегодня это видео для вас. Надеемся, что мы полезны для вас. И если вам эти видео приносят пользу, поделитесь с другими. Ведь тоже хорошо будет, если не только у вас, но и у ваших родных, близких тоже будет все хорошо получаться. И мы вместе в зиму войдем подготовленными, с хорошими запасами, с дровами, с жильем подготовленным тоже, утеплим все. Все это делаем вместе, и у нас все замечательно получится в эту прекрасную зиму 2021-2022 годов. Всего вам самого доброго, ну и до новых встреч в наших новых видео.